.exe– это расширение исполняемого файла. Такой файл содержит машинный код программы, который выполняется непосредственно операционной системой. .exe– это довольно известное культурное явление, относящееся к явлению крипипаст, таких, например, как Sonic .exe, который за все время своего существования собрал нехилую фанбазу вокруг себя. .exe– это довольно конкретная вещь, но в сегодняшнем ролике ни первое определение смысла этого слова, ни второе нам не пригодятся. Всем привет, у микрофона Трикстер, и сегодня я бы хотел рассказать вам о том, почему же вам стоило бы сыграть в Game.exe. Инди-хоррор это уже очень заезженный жанр. Банально потому, что сделать ужастик, который напугает тебя хотя бы скримерами, может чуть ли не каждый человек, так или иначе касавшийся разработки игр. Другое дело, когда среди подобного числа заурядных и скучных проектов без амбиций появляется реально достойно выделяющийся продукт, который может и использовать все ранее тебе уже знакомое, но способен выделиться хоть чем-то, хоть одной маленькой деталью, которая может выцепить твой глаз среди толпы. Таковым для меня совсем недавно стала Game.exe. Игра, выпущенная Punk Studio в 2021 году, и да, как вы могли понять по году выхода, игра вовсе не так стара, как может показаться по визуальной части. Однако сюжетно она все-таки осталась одной ногой аж в 90-х годах. Действие игры разворачивается в 99 году, если быть точнее, то 10 июля 1999 года, где мы играем за некоего молодого человека, который совсем недавно купил свой первый компьютер в магазине, где на продажу выставляют вещи, недавно бывшие в употреблении. И так уж получилось, что нашему протагонисту достался компьютер очень амбициозного разработчика игр, загадку которого нам предстоит разгадать. Все это вы и сами могли узнать на страничке игры. Однако меня, например, зацепил вовсе не сюжет, о котором я более подробно расскажу далее, а визуальная эстетика. Та самая Windows 98, старые звуки модема или клика, типичные шаблонные обои и все это под соусом разрешения экрана 4:3, что придает тот самый невероятный вайб. Именно такая старая, но при этом достаточно уникальная эстетика для игры и заставила меня вообще ее купить, запустить и пройти на все ачивки за полчаса. Что, казалось бы, означает, что наверняка это обычная, никому не нужная игра. Дешевый хоррор, не способный тягаться с другими нынешними хоррорами, которые гораздо более масштабны и продуманы. Однако вы наверняка немного поразитесь тому, насколько авторы игры много успели запихнуть в такой короткий промежуток времени. Геймплей игры состоит в изучении операционной системы вашего компьютера. В конце концов, компьютер ранее принадлежал человеку, поэтому первым делом вам предстоит пройти небольшую и очень банальную головоломку с паролем. А дальше дается небольшая, но очень сильно внушающая свобода в действиях. Вы можете слушать скачанную здесь бывшим владельцем музыку, читать заготовленные текстовые файлы, менять обои, проверять вашу систему и, конечно, использовать командную строку. Все это база любой ОС, но вы бы знали, как я кайфовал от этой атмосферы. Да, я, конечно, не застал время, когда подобный вайб был бы для меня рутинным, однако это вообще никак не меняет того факта, что атмосфера у игры шикарная и достаточно выделяющаяся, чтобы не считаться мною обычной шаблонкой. Хотя в общем и целом основная часть геймплея на этом заканчивается, поскольку дальше игроку предстоит в любом случае запустить экзешник. Файл игры, который до починки вами через командную строку не работает. Запустив же игру, вам предстоит убегать от монстра, параллельно собирая свечи, будто вы в очередной раз проходите Слендермена. А собрав их всех, вы... Пожалуй, это лучший момент, чтобы рассказать немного о сюжете игры. Оливер. Именно так зовут бывшего владельца данного компьютера. Человека, чье лицо мы даже можем лицезреть в папке с фотографиями. Если быть точнее, то его молодую фотку. Информации про Оливера, как у игрока, у нас немного. Мы можем посмотреть его резюме, небольшие документы, на вроде того, в котором он говорит о своей любимой музыке, или той, где говорит, что считает нужным меньше есть, дабы быстрее закончить разработку новой игры. Исходя из переписок, которые также доступны нам, легко выяснить, что Оливер искренне горел этой игрой. Как он нам скажет сам, он вложил всю свою душу в этот проект, что даже не является игрой слов. Да, выражаясь языком нашим, Оливер совершил Роскомнадзор с целью доработать игру. Как именно? Игрок легко узнает, запустив первый раз приложение для переписок. Оливер и есть этот компьютер. Он и есть эта система. И он и есть тот самый монстр. Ему очень не хотелось, чтобы игрок мог использовать хоть что-то на компьютере в своих целях, что и объясняет некоторые неоткрываемые папки, связанные с игрой, или наличие пинга при отсутствии интернета,
что, как по мне, отражает либо банальный баг системы, либо скорость интернета тех лет, либо разум Оливера и то, как быстро ему удается совершать действия на компе. В итоге, так и не сумев отгородить игрока от системы и игры, которую он трепетно делал, он возьмет на себя роль монстра, которому предстоит выгнать, как ему кажется, чужака из самого себя, из своей души. Однако, увы, Оливеру так и не будет суждено увидеть счастливый конец или выход игры, которую он по достоинству оценили все, кому он писал, и кто ему писал. Оливер сгинул вместе со своей системой, вместе со своей игрой. Игра действительно короткая. Ее история уместилась в паре минут вместе с геймплеем, что о чем-то договорит. Но я не могу не восхвалять то, насколько же уникально сделано GameXZ. Вот сколько еще игр в сеттинге операционных систем вы знаете? Я лично немного, и думаю, вы также, а ведь играется это все более чем прикольно. Может быть, конечно, кому-то это не понравится, но лично мне эту атмосферу навряд ли получится скоро забыть. А сюжет? Нет, я прекрасно осознаю, что повторять Слендермена в плане геймплея решение простое. Но то, как автор через переписки, страницу игры и действия самого Оливера раскрывает сюжет, поистине необычно. Вот, например, классного нишевого хоррора, в который, я надеюсь, все вы поиграете. Тем более, что, как выяснилось на этапе монтажа, у игры выйдет вторая часть, буквально через 3 дня после выхода этого ролика, о которой, если вам понравилось это видео, выйдет такой же разбор. Подписывайтесь на канал, если досмотрели до этого момента, переходите в телеграм-канал по ссылке в описании или Donation Alerts. Ну а на этом моменте стоит запомнить, что создание игр — это очень креативный, но очень сложный процесс.